Привет, с вами Алена, а за работой у нас мастер Елена. К нам обратилась женщина. Точнее, обратилась она не сама, а привела ее дочь, потому что она смотрит наш YouTube-канал и увидела, что мы работаем с такими ногтями, и решила все-таки привести маму. Мама, естественно, сопротивлялась, и проблема достаточно долгая у нее, где-то около 20 лет, наверное, такое происходит с ногтями. И большую часть этого времени она думала, что у нее грибок ногтевых пластин. И, конечно же, так же, как и все, занималась самолечением. Но это просто у нас уже классика жанра, не сдает анализы, ничего не выясняет, думает, что ой, ноготь что-то там поменялся, немножечко пожелтел, стал какой-то другой, наверное, у меня грибок, и пойду-ка я лечиться и капать. Но, естественно, все это лечение, там, каплями, мазями, чем она там лечилась, самостоятельно никакого результата не давала, потому что здесь проблема не в грибке. Естественно, скорее всего, он тут присутствует при соединении вторичной инфекции, да, такое имеет место быть, но изначальная причина совсем другая. Это состояние ногтей называется анихогрифоз. Такое состояние обычно наступает вследствие, возможно, какого-то травмирования, когда нарушаются обменные процессы, и ноготь начинает расти немного иначе, чем до этого. То есть он утолщается, складывается в такую так называемую гармошку, даже можно так выразиться, то есть нарушаются процессы слущивания, разрастаются постоянно клетки, и выглядит он очень странно, обычно как клюв коршуна его могут называть, то есть что-то такое вот когтеобразное. Не просто клюющий, а именно толстый ноготь. Проблема этих ногтей состоит в том, что их практически невозможно постричь в домашних условиях, то есть нужны специальные кусачки, плюс нужны обязательно фрезы. Вот как видите, мы истончаем ноготь изначально фрезой, чтобы была хоть какая-то возможность его отстричь. В общем, когда человек попадает в такую ситуацию, он все надеется, когда же там пройдет, когда же само срастет или отвалится, но, как видите, даже по прошествии 20 лет может ничего самой не пройти, и не отвалиться, и не срасти. Поэтому все-таки она попала к нам, так как, еще раз повторюсь, ее дочь нас смотрит. И самый главный катализатор, который был для того, чтобы она все-таки обратилась к специалисту, это то, что у дочки она стала наблюдать похожую проблему. Она испугалась, что она своим, лжегрибком, так скажем, якобы, может дочку заразить. А на самом деле там есть совершенно другая причина. И уже как-то раз мы снимали на эту тему видео, оно называется «Носочный анихолизис», я оставлю на него ссылку, но дело не в анихолизисе, а дело в чулочно-носочных изделиях. И также, естественно, в обуви. Как правило, вот такие деформации, они связаны с ношением неправильной обуви либо носочков. Выяснилось, что действительно и у мамы, и у дочки обувь неверно подобрана, она уже, чем должна быть. Хотя, естественно, они каждый раз, не конкретно эти взятые люди, да, отдельно, а просто каждый из людей, который попадает к нам, каждый клиент всегда, как только говорит, что у вас, наверное, неудобная обувь, давайте посмотрим, говорит, нет, что вы, обувь как раз-таки у меня удобная, наверное, это какая-то вселенская несправедливость или злой рок, не знаю, любые варианты они ищут, но только ни в коем случае не обувь. Но, увы и ах, чаще всего проблема заключается именно в обуви. Это настолько банально, это так просто, что не всегда люди готовы в это поверить и понять это. Обувь и чулочно-носочные изделия. И по прошествии количества времени я хочу сказать, что я прям на данный момент очень внимательно отношусь к выбору обуви и носочков или колготок и так далее, потому что я ощущаю на себе это действие. Но в тот момент, когда я еще не углубилась в эту сферу, естественно, я этого не осознавала, и я тоже, так же, как любой другой человек, я этого не понимала. Поэтому все, что я прошу от наших клиентов, просто верьте нам, когда мы говорим, что у вас неподходящая обувь. У нас нет задачи продать вам другую какую-то обувь, мы ее вообще не продаем, поэтому для нас это никакого интереса не представляет. Но действительно, если каждый день систематически вы имеете давление на пальцы в виде неправильной обуви или неправильных носочков, или, как в данном случае, кстати говоря, у нас тут любители следочек. Все знают, наверное, вот эти следки, которые такие вот, они снимаешь, они такие маленькие. Я не знаю, как они правильно называются, но такие капроновые, которые так пальчики в кучку делают. Вот, это как раз тот самый случай.
И людям очень тяжело принять и осознать тот факт, что дело именно в таких элементарных вещах. И вот только сегодня с Леной мы разговаривали про одну нашу клиентку, буквально вот сидели, ночью даже, да, после работы мы продолжаем обсуждать эти случаи, там ищем какие-то закономерности, разговариваем, продолжаем развиваться, в общем. И вот она рассказывала про одну клиентку, у которой, так скажем, подозрение на экзостоз, и она почти собиралась уже сделать операцию, у нее не прорастали ногтевые пластины на больших пальцах, но в течение лета она полностью всегда проходила, точнее, все это лето она у нас проходила в открытой обуви, и, представляете, у нее приросли ногтевые пластины, то есть вот это и есть то самое доказательство того, что просто нужно было сменить обувь. В течение летнего периода времени у нее не оказывалось механическое воздействие и давление на ногтевую пластину, на то место, где должна быть ногтевая пластина, и, соответственно, ноготь спокойненько себе прирос, и все восстановилось. Вот самое прекрасное доказательство. То есть я была очень рада, но, к сожалению, Лена, не знаю, она говорит, наверное, я не найду эти фотографии, но, конечно, было бы круто, если мы их найдем, то обязательно опубликуем. В общем, это действительно так, и я знаю, что все подологи и ортопеды просто как один трубят об этой проблеме неправильного подбора обуви, но, увы, люди, я понимаю, что обыватель, наш клиент, да, они не в состоянии это осознать, потому что когда ты всю жизнь ходишь, и у тебя ноги, условно говоря, в тисках, то есть ты чувствуешь постоянное давление, конечно, тебе, у тебя начинается привыкание, ты это состояние воспринимаешь как должное и не осознаешь, что это все-таки давление, потому что ты другого не знал, то есть очень сложно что-то понять, если у тебя никогда другого состояния не было, то есть если тебя постоянно давят и жмут, то ты не понимаешь, что такое быть свободным. То же самое на примере человеческих взаимоотношений, да, сейчас очень такая излюбленная тема вот этих вот абьюзивных отношений, мужчины и женщины, или еще как там сейчас модно, да, кого-то с кем-то, не суть. Просто когда тебя постоянно прессуют, унижают, говорят, что ты никто, ты как-то принимаешь это, и уже это для тебя является нормой, ты воспринимаешь это как должное. И то же самое с обувью и с теми же самыми носочками, да, которые день изо дня сжимают твою ногу, и ты думаешь, что вот только так бывает, ты другого не знал. Конечно, ты будешь думать, что это все нормально, и у меня абсолютно удобная обувь. В то время, как мы вытаскиваем, например, стельки, да, если если есть техническая возможность их достать, мы часто при клиенте вытаскиваем их стельки, кладем на пол, ставим сверху ногу и показываем, сколько лишних пальцев по бокам или сколько сантиметров в длину и в ширину нам не хватает. И они это видят, и все равно говорят, мне же удобно, я же привык вот так ходить. Что тут скажешь? Надо задуматься, наверное, то, что если есть какая-то проблема, обязательно на то есть какая-то причина. И всегда, и везде, абсолютно в любом деле и в любой жизненной ситуации нужно стараться видеть, или распознать причинно-следственную связь. Ведь если с ногтями такое произошло, значит, что-то этому послужило причиной. Все очень элементарно. И причина почти всегда одна и та же. Очень редко, когда это как-то генетически заложено, да, бывает. То есть врожденные какие-то патологии, да, это тоже бывает. Но если мы говорим про анихогрифозы и анихолизисы, это не произошло по щелчку и по взмаху волшебной палочки, да, или потому что судьба к вам неблагосклонна. Это произошло по ряду определенных, вполне конкретных причин, и они весьма банальны. Иногда самые простые вещи тяжелее всего понять и тяжелее всего в них уверовать. Не побоюсь этого религиозного слова, знаете. Поэтому о чем сегодняшнее видео, да? Описывать еще раз про зачистку анихогрифоза, я думаю, смысла нет, потому что я уже проговорила практически все действия совсем на другую тему, но на самом деле такие видео про анихогрифозы у меня еще есть, я тоже здесь оставлю ссылочку, можете перейти туда, но самая главная наша задача, естественно, убрать полностью все мертвые клетки, все, что засохло, пожухло, наросло и где-то умерло под этими ногтями, обязательно все нужно достать, это не стрёмно,
стрёмно, это не страшно, не бойтесь с этим обращаться, это все решаемо. Да, в данном конкретном случае проблема, так скажем, застарелая, да, все-таки больше 20 лет, но, тем не менее, мы будем стараться исправить ситуацию и, самое главное, облегчить состояние, потому что, понятное, да, дело, насколько это сложно в эксплуатации, такие ноги, как тяжело с этим ходить. Поэтому обязательно зачистили, и пока что ставим коррекционную систему, титановую нить, и будем держать на контроле. А у вас, если есть такие проблемы или у ваших близких, пожалуйста, обязательно обращайтесь к нам, обращайтесь в других городах тоже к своим подологам, ищите хэштег подолог в названии вашего города и обязательно работайте с специалистами, пожалуйста, не нужно просто так покупать капли от грибка. У меня на этом все, с вами была Алена, пока-пока и до новых встреч!